Сегодня будем говорить про зимнюю вишню. Это BDK Smoking Rouge. История достаточно простая. В общем говоря, я нашел один интересный магазин, новый магазин. В нем исключительно нишевая парфюмерия, исключительно дорогая нишевая парфюмерия. Я там ходил. Это было буквально позавчера. И в какой-то момент я просто спросил, а вы вообще делаете эти отливанты там в магазине? Сказали, да, это было невероятно для меня. И они прям там в магазине говорят, какой флакон ты хочешь? Вот этот. Они брали, берут и тебе дают этот отливант. И очень дешево. И это замечательно. Я взял много отливантов и буду еще брать, наверное, потому что это супер для того, чтобы познакомиться. И вот этот аромат, в принципе, я взял вслепую, потому что мне понравился цвет флакона. Сам флакон понравился цвет там жидкости, так сказать. Это BDK Rouge Smoking. И я вообще все время думал, что BDK это немецкая фирма. Я не знаю почему, я думал, что оно звучит как название какой-то немецкой партии. Там, СП, ФП, ГДК, там, я не знаю, BDK. Но оказалось, что это французская компания. И второе мое было заблуждение, что я думал, что это в большей степени ароматы для женщин. Но они все такие уни. Я несколько раз уже тестил некоторые из них, но вот это я не тестил и взял с собой как раз таки отливант. И не пожалел. Ну, начнем с того, что ноты перед вами здесь сейчас. И это в первую очередь аромат про вишню. И то, что я очень люблю в нишевых ароматах, это то, что они развиваются. То есть это не монотонные какие-то дизайнерские ароматы, это ароматы, которые все время развиваются. И с ним я чуть-чуть испугался, потому что я его нанес, и через час он не изменился, и я подумал, окей, и что, это все? Но потом он начал меняться, слава богу. Итак, начнем. Во-первых, старт – это шикарная вишня. Это даже не вишня, просто вишня. И это не какой-нибудь вишневый, там, я не знаю, компот, условно. Это вишня в дыму. Просто вот шикарная вишня в дыму. Не сладкая, не переслащенная, не легкая, а такая чуть-чуть тяжеленькая в дыму пьюр вишня. Назовем это так. И реально эта стартовая нота, она к себе очень сильно привлекает моментально. Через какое-то время оно все уходит в легкую цитрусовость. Все время мучаюсь этим словом. Но вишня все равно остается. Вишня все равно остается. И в конечном итоге, после всех этих преобразований, уходит в какую-то помадность. Я не знаю, как это объяснить. И такая получается комбинация дым, вишня, немножко цитрусов и помада такая легкая помада. И я не знаю, то есть когда я нанес его, в самом начале я был уверен, что этот аромат в том числе и мужской, потому что он заявлен как уни. Но когда он спускается в самый конец, он становится все равно больше немножко в феминную сторону, как по мне. Теряет. Вначале он такой, прям уни. Ты прям знаешь, да, окей, это точно. И подходит и женщине, и мужчине. Но если зайти на сайт, посмотреть, там написано for women and men. Они женщину ставят в этом аромате на первое место. И скорее всего так и есть. Но это все равно такой вопрос на любителя, потому что меня как-то эта концовка не особо сильно смутила. Но дело в том, что, скорее всего, это самая лучшая вишня, которую я вообще в своей жизни слышал. То есть это не какая-то дешевая, не какая-то не химозная. Это шикарная, красивая вишня. Но дело в том, что он мне что-то напоминал очень сильно. И я мучился, и я понял, что он мне напоминает. Он мне напоминает... Есть такой аромат в белом флаконе у Том Форда, по-моему, называется либо Пачули Абсолют, что-то вот как-то так он называет, но он такой химозит слегка. Здесь вообще химоза как бы нет, сразу говорю. Вот он напоминает мне по звучанию, а еще у Тома Форда есть такой аромат, называется Металлик, по-моему, что-то такое. А вот по настроению он больше туда. То есть он по звучанию чуть-чуть напоминает это, а по настроению он напоминает немножко то. Но в общем это вообще другой аромат. Ну, он шикарный, это роскошный аромат. Цена на него 150, по-моему, долларов, если я не ошибаюсь. Стоит ли он этих денег? Ну, сложно сказать, потому что я сейчас провел аналогии с Томом Фордом. Том Форд, некоторые Том Форды, они тоже в этой ценовой категории, поэтому, ну, возможно, чуть там подешевле, но в принципе... Вы знаете, это шикарный подарок женщине. Я не знаю, я сейчас об этом подумал.
Или там начальница. Шикарный подарок начальнице. Я думаю, любой начальнице понравится такой аромат. Все-таки этот аромат не про молодую женщину, девушку, деву там, а это больше так про деловая. Это деловая женщина. Ну, если мы берем женщину. А мужчина, ну... Я не представляю его на себе в помещении, если честно сказать. Вот чисто с мужской точки зрения. Но я думаю, для прогулки какой-то или, возможно, для какого-то, ну, что-то связанное с улицей, снегом и холодом. Вот это вообще вау. Что я не особо представляю его на себе в помещении. Но на выезд очень интересная история. На выход, на прогулку это вообще бомба. Или на какое-то мероприятие, которое на улице происходит. Или на поход какую-то там вечернюю ярмарку там. Ну, короче говоря, вы поняли, к чему я веду. Интересный аромат, и это первый аромат, который я попробовал в 2022 году. Новый аромат, который я попробовал в 2022 году. И теперь, конечно, после этой вишни мне будет тяжело пробовать другие. Это прям фора зашкальная. Потом в развитии он уже не такой, как в самом старте, но очень интересный аромат. Пробуйте, может быть, понравится и вам. Вообще, это очень интересная марка БДК. У них не так много ароматов, я думаю, около 10. Это аромат, по-моему, 2018 года, вообще сама марка, по-моему, 2014 или 2016 года. В принципе, я, наверное, возьму себе всю эту линию в этих пробниках и попробую их всех. Возможно, сделаю обзор на эту марку, почему нет. Всем хорошего дня и пока! Вишня, вишня, зимняя вишня.